Это здание выглядит древним, но ему около 100 лет. А вот этой лестнице почти 4000 лет. Привет! Мы находимся в Ниццане. Здесь заканчивается Святая Земля и начинается Синайская пустыня. Вот там вдали уже виден Синай. И вот это последний рубеж перед дорогой, которая вела паломников из Иерусалима к монастырю Святой Екатерины. Представьте, впереди пустыня, гостиниц нет, и только долгая, изнуряющая дорога под палящим солнцем. И это последний город, где можно было поесть, выспаться и выжить. Люди жили здесь задолго до появления города. Мы знаем точно, во II веке до нашей эры здесь уже существовало древнее сооружение. А в IV веке римляне устраивают здесь военный лагерь. Не случайно. Это стратегическая точка, контроль границы и путей через пустыню. Со временем Ниццана превращается в большой город. Город, который жил не войной, а дорогой. По этой дороге шли тысячи паломников из Иерусалима к монастырю Святой Екатерины. И Ниццана была последним безопасным местом, где можно было поесть, отдохнуть и выспаться перед переходом через пустыню. Именно поэтому здесь так много церквей. На холме две самые ранние – церковь Богородицы и церковь Сергия Вакха. На них мы посмотрим попозже, а сейчас давайте пройдем и посмотрим вот эту нижнюю церковь. Внизу было 3 церкви, и это одна из них. Ты, Алекс, смотри, это, похоже, купель. Смотри, обделана мрамором. По оценкам, здесь жило около 5000 человек. Именно поэтому мы видим здесь так много церквей. Но самое необычное здесь – это бани. Друзья, я хотела показать вам баню, но я вам ее не покажу. Баня, конечно, есть, и она находится вот именно в этом месте. Но почему мы ее не видим? Дело в том, что когда археологи заканчивают свой сезон, место, где они проводили раскопки, они консервируют, то есть засыпают до следующего сезона, чтобы черные копатели не начали здесь безобразничать. Вот именно это мы здесь сейчас наблюдаем. Здесь была маленькая церквушка и комплекс бань. Это, конечно, парадокс, но вполне объяснимый. Церковь и рядом баня. Паломникам нужно было где-то молиться и нужно было где-то просто купаться. Поэтому здесь как гостевой дом, как постоялый двор, это вполне логично. В общем, это место уникальное, оно есть, оно прямо здесь. Мы его не увидели, но я вам его покажу из фильма Яны Чехановец. Это ее раскопки. Это следы так называемого гиппокауста, придуманного римлянами двойного пола, который сделан из кирпичей. Вон они, кирпичи. Где-то рядом находится котельная, и горячий воздух из нее идет под этот двойной пол. На пол льют воду, создается пар, и вот такая парилка. Все это ради тех, кто шел через пустыню пешком.
А еще здесь есть колодцы. Много колодцев. И некоторые из них работают до сих пор. Смотрите. Вам может показаться, что это современное сооружение. Нет, это цистерна византийского периода, которая была вот так реконструирована в османский период. Смотрите, здесь огромная цистерна. Я сейчас брошу камень. Мне интересно, есть ли там вода. Ой, слышите? Есть вода. Ничего себе. Олег, по-моему, это еще одна церковь. Пойдем посмотрим. Проверяем, есть ли там вода. Нет, воды нет. Нет. Зато есть мозаика. Когда мы смотрим на раскопки, кажется, что все важное – это большое и заметное. Но иногда ключ к пониманию храма вот в таком зазоре шириной всего в пару сантиметров. В центре этой византийской церкви, в алтарной части, между каменными плитами оставлен узкий зазор. Он сделан намеренно, аккуратно, ровно. Рядом две симметричные боковые комнаты, жертвенник и диаконник. Все ориентировано на восток, как того требовал канон. Это место – сердце храма. Здесь стоял престол. В византийской традиции престол имел сакральный смысл. Он воспринимался как граница между земным и небесным. Плиты под престолом намеренно не соединяли вплотную. Между ними оставляли узкий зазор, чтобы камень дышал, и чтобы сакральное пространство имело свою невидимую границу. Прошли столетия. Престол исчез, стены разрушились, а этот зазор остался, как след символики и уважения к пространству, где, по представлениям византийцев, происходила встреча двух миров. В 637 году сюда приходят арабы. Власть меняется. Паломничество еще есть, но постепенно дорога умирает. А когда исчезает путь, исчезает и город. Ниццана пустеет. Ниццана – это не просто руины. Это место, где заканчивалась цивилизация и начиналась дорога. Последний город перед бескрайней, безжизненной пустыней. Спустя века, в конце XIX века, турки строят здесь административное здание, прямо на месте римского гарнизона. История не уходит, она просто наслаивается. Друзья, если вам интересны такие места, дороги, забытые города, история Святой Земли, оставайтесь здесь.